Дорогие друзья, я вас приветствую. Сегодняшнее видео будет посвящено рации. Это рация аналог, полный аналог нам привыкшей уже раскрученной рации Retevis RA89. Это рация модель от компании TAT TH-UV58. Точно так же это полный аналог своего рода рации TAT TH-UV99. Отличие только в корпусе. Ну, у 99-й немножечко отличается именно фасадная часть и, скажем так, может быть, верхняя часть корпуса. У 99-й такое сделано под карбон. Перед нами вот две рации. Если посмотреть с тыльной стороны, за исключением покрытой алюминиевой шасси и не покрытой алюминиевое шасси, сверху, если посмотреть, точно так же полностью все идентично. Отличия начинаются снизу, все точно так же. Порт, зарядный порт, подсветка зарядки, полностью все идентично. Отличие начинается уже с торца. Давайте, чтобы вы полностью видели. Слева у меня рация Retevis RA89, справа у меня рация TAT TH-UV58. Фасадная часть. В чем отличие? В решетке динамика здесь и здесь. У Retevis отдельно выраженные кнопки, то есть каждая кнопка отдельно. У TAT клавиши идут в ряд. По выпиранию у Retevis они больше выделены. У TAT 58 модели они в принципе почти ровные с корпусом, они сильно не выпирают. И также еще отличие в клавишах. Здесь белым нанесены буквенные сокращения, здесь синим нанесены, синим цветом. Кнопка функционал, меню и переключение между каналами здесь наоборот. Здесь зеленая, здесь красная, здесь красная, здесь зеленая. То есть вот такое вот отличие. Я спрашивал, задавал вопрос китайцам, почему, для чего сделали аналог 99 модели. Как мне объяснили, для разных рынков сделали просто разные модели. То есть внутри все то же самое. Торцы, если сравнивать с Retevis, торец кнопки PTT мне в TAT больше нравится. Посередине кнопка передачи, а сервисные клавиши находятся одна снизу, одна сверху. То есть если здесь в Retevis при передаче нужно будет нащупать одну и вторую клавишу пальцем, как-то так определить, то в TAT здесь идет широкая кнопка передача, а верхнюю кнопку проще определить и нижнюю кнопку после самой кнопки передачи. То есть, скажем так, эргономически здесь более удобнее. Мне здесь больше нравится именно вот такое расположение кнопок. Дальше. Теперь давайте посмотрим по меню. Углубляться по меню не буду, так как Retevis я полностью снял видео прошлись мы по меню. Можно посмотреть, вот здесь вот ссылочка будет, переход на это видео. А так вкратце пройдемся именно по меню этих раций. Итак, мы включили рации. Полностью все одинаково. Нажимаем клавишу функция меню. Вызов меню. И потихонечку сейчас пролистаем. Вы все увидите, что все это одинаково здесь.
Ну и обратите внимание, прошивки стоят здесь. Я устанавливал самые последние прошивки. 6 октября 23 год. И тут они, это одинаковые полностью прошивки, установлены на этих двух рациях. Так что, чтобы не сомневались, это полностью две идентичные рации. Единственное, жалко, у меня нет прибора, который показывает мощность. Но я хочу вас заверить, что мощность у этих двух раций полностью идентичны. Водозащита полностью идентична. Емкость аккумулятора полностью идентична. Хоть и те заявляет, что здесь больший объем аккумулятора. На самом деле они в принципе идентичны. По антеннам. Антенны точно так же полностью одинаковые. Полностью одинаковые. Делаю по большому счету их на одном предприятии. То есть фабрика TET. Retevis, на этой фабрике собирается продукция под торговой маркой Retevis. И, скажем так, Retevis больше уделяет своей торговой марке, больше уделяет внимания, в отличие, скажем так, может быть, от TET. Я тут не могу ничего сказать, утверждать не буду. По отображению заряда аккумулятора, разница между реальным напряжением аккумулятора и то, что показывает в меню, или, к примеру, допустим, можно сделать при включении, разница в 0,2 вольта. То есть аккумулятор, к примеру, допустим, если здесь напряжение показывает 7,4 вольта, то реальный заряд аккумулятора 7,2 вольта. То есть 0,2 вольта разница отображения. Вот. В новых прошивках я рассказывал в предыдущем видео про рации. Можно менять сервисные клавиши, добавлять разный функционал в прошивках. Во всем остальном рации полностью идентичны. По весу вес рации Retevis вместе с антенной 323 грамма. Вес рации THUV58 вместе с антенной 318 граммов. В принципе, тут разница 4 грамма. Я думаю, что это вес из-за конструктива самого корпуса. Поэтому, по большому счету, многие люди не знают, не сталкивались именно с моделью 58 от компании TET. Но, еще раз повторюсь, это полностью две идентичные радиостанции. 99-я, я делал обзор на 99-ю. Тут немножко, скажем так, она гораздо дороже стоит, 99-я. У нее отличие только в конструктиве самого корпуса. Тут немножко более, скажем так, не могу сказать премиальней, но тут вот сбоку есть рифление, здесь нет рифления. В торце здесь в 99-й сделано такой подкарбон, здесь просто пластик. Фасадная решеточка, динамика более такая, скажем, ну, она отличается, в общем. Тут на любителя, на самом деле. Кому какая больше нравится. В плане клавиатуры они полностью одинаковые, только единственное отличие идет F. Здесь в 99-й зеленая, в 58-й она красная. А переключение каналов наоборот. В 99-й красная, здесь зеленая. Вот в торце, пожалуйста. Точно так же с Retevis.
аккумуляторы у них не взаимозаменяемые. То есть на TET аккумулятор от Retevis можно поставить, здесь будет зазор. От TET на Retevis аккумулятор не поставишь, так как здесь переход, вот в этом месте совсем другой переход, то есть они не взаимозаменяемые. Так что на этом в принципе все, дорогие друзья. По поводу замеров мощности, пожалуйста, посмотрите, в YouTube уже появились видеоролики, где делают замеры по мощности 58-й радиостанции. Я же говорю, что она по мощности, по водозащите, по емкости аккумулятора не отличается от Retevis. Retevis просто-напросто очень хорошо провели маркетинг, более хорошо раскрутили. А 58-й никто не занимался в плане раскрутки и продаж как таковых. Поэтому, скажем так, если кто-то хочет купить радиостанцию точно такую же, как Retevis, но чуть дешевле, то, пожалуйста, вот самая хорошая альтернатива TET TH-UV 58. Отличие еще от комплектации у 58 в том, что в комплекте все то же самое, что и у Retevis, только еще есть вот такой вот 2-амперный зарядное устройство. 2-амперное. Так, дорогие друзья, на этом все. Каждый выбирайте такую радиостанцию, которая вам более приемлема. Всем пока, всем мирного неба, всем удачи.